Всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено одной из моих любимейших тем в области управления инновациями, а именно эко-инновациям. Что это такое? Как они работают? Связаны ли они с концепцией циркулярной экономики или нет? Могут ли быть они коммерциализуемыми или это просто что-то хорошее для общества? Сегодня мы попытаемся ответить на все эти вопросы. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ратнер Светлана Валерьевна. Я доктор экономических наук, преподаватель и ученый. В своих лекциях пытаюсь рассказать просто о сложном. И начну я с определения экоинноваций. Что это такое и когда это определение впервые появилось? Появилось оно первый раз в работе немецких ученых, точнее в их отчете, который они выполняли после своих исследований, проведенных в Лейбнизском центре по экономическим исследованиям. И приводят они вот такое определение, что это меры экономических агентов, фирм, политиков, союзов, ассоциаций, даже частных домохозяйств, которые разрабатывают и применяют на практике новые идеи, паттерны поведения, продукты и процессы, способствующие снижению нагрузки на окружающую среду или вносящие вклад в достижение экологических целей устойчивого развития. Заметим, что в этом определении есть два интересных нюанса. Во-первых, здесь упоминаются как экономические агенты, которые внедряют экоинновации даже домохозяйства. То есть это обычные люди, мы с вами, а не просто только бизнес, только крупные компании. Второй момент, то что экоинновация может быть не только продукт или услуга, как мы привыкли, но даже паттерн, то есть способ потребительского поведения или идея. Еще один интересный момент, то что экоинновации могут быть как коммерциализуемы, то есть приносить прибыль, так и некоммерциализуемы. То есть на самом деле мы имеем с каким-то дело новым типом инноваций, которые, соответственно, требуют и новых инструментов управления. Итак, расширение классической классификации инноваций состоит в том, что теперь она включает не только новые технологии и новые продукты, но и такие вещи, как, например, системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента и даже новые бизнес-модели. Давайте посмотрим сразу на примере, о чем мы с вами тут говорим. На данном слайде вы видите пример эко-инновации. Это газонные решетки, которые сейчас часто используются на парковках в крупных городах. В чем здесь экологические и экономические эффекты? Ну, то, что они немножко так украшают ландшафт и заставляют нас видеть травку, а не просто каменные джунгли бесконечных парковок, такой небольшой экологический эффект просматривается. Сохраняется биоразнообразие и снижается летом температура в приземном слое. А что тут быть с экономикой? Где мы видим экономический эффект? Дело в том, что газонные решетки оставляют почву открытой, и это усиливает водопроницаемость почвы. Во время дождя большая часть воды уходит в почву, сокращается нагрузка на ливневую канализацию и, соответственно, меньше загрязненной воды попадает на городские очистные сооружения. Вот таким образом мы видим здесь и экологический эффект, и экономический, проявляющийся в том, что нужно строить и модернизировать меньше таких вот очистных сооружений в городе. Следующий пример – это технология, которая называется световод. По сути, это металлическая труба, выполненная из легких материалов и устроенная таким образом, что она позволяет многократно преломлять и отражать свет. Один конец этой трубы ставится на крышу, а другой конец проводится туда, где отсутствует естественное освещение в здании. Таким образом, у нас снижаются затраты энергии на освещение помещения и достигается экономический эффект. Как же достигается экологический эффект? Ну, вообще все, что связано с энергетикой, когда производится энергия, то одновременно производятся и существенные негативные экологические эффекты. Это выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ. Поэтому, сокращая потребление энергии, мы одновременно таким образом снижаем нагрузку на окружающую среду.
Следующий пример – это вертикальное озеленение. Помимо того, что это создает приятный такой привлекательный эффект, в данном случае это вертикальное озеленение выполнено на торговом центре, оно может дополнительно привлекать клиентов. Кроме этого, густое вертикальное озеленение, конечно, задерживает немножко пыль, немножко снижает выбросы, но помимо всего этого, оно является и естественной теплоизоляцией. В странах с жарким климатом большая часть энергии тратится не на обогрев, а именно на охлаждение. И таким образом, опять-таки, мы снижаем затраты энергии, достигая экономических и экологических эффектов одновременно. И еще один пример, который я хотела привести, это вот классический пример очистных сооружений. Для предприятия, которое их ставит, экономического эффекта здесь особо нет. Для предприятия это просто расходы. Но единственное, за счет чего можно здесь как-то сэкономить, это за счет платы за экологические платежи, штрафы, сборы и так далее. А вот экологический эффект здесь очень-очень существенный. Представьте, если эти очистные сооружения будут отсутствовать, все это загрязнение попадет в экосистему и просто-напросто ее отравит. Таким образом, экологическое законодательство, оно как бы помогает вот эти вот негативные экстерналии интернализировать и вернуть тому, кто их реально производит. То есть предприятие вынуждено проводить лишние затраты для того, чтобы как-то бороться с данным видом загрязнения. Ну, вот всех эти примеры вы видите, что экологический эффект может быть очень неявным. То есть где-то он вообще маленький, косвенный, где-то он побольше, но он все равно выходит за пределы экономической системы данного экономического агента, который непосредственно внедряет эту экоинновацию. Здесь мы видим определенную фундаментальную проблему. Дело в том, что исторически вся наша экономика сложилась таким образом, что мы имеем дело с линейной экономикой. Она работает таким образом, что мы добываем первичные ресурсы, первичные материалы, сырье, многократно их перерабатываем, производим продукты, услуги, которые дальше потребитель использует определенное время и выбрасывает, когда они выходят из строя. То есть все наши бизнес-модели, они умеют генерировать прибыль только одним образом, производя все больше и больше продуктов. Эти производство, все большее количество продуктов требует все большего количества ресурсов, и с другой стороны, потребление такого большого количества продуктов приводит к постоянному загрязнению в виде мусора, в виде отходов. Таким образом, вот в течение последних десятилетий такая традиционная модель линейной экономики, она упирается в два фундаментальных ограничения. Первое ограничение – это истощение природных ресурсов, причем здесь мы говорим не только о нефти, газе, каких-то природных ископаемых, но даже о таком простом ресурсе, как пресная вода. С другой стороны, это ограничение именно по отходам. Производство все большего количества отходов ведет к тому, что скоро наш мир будет представлять из себя одну большую свалку, и с этим действительно надо что-то делать. Современные ученые предлагают нам альтернативную модель и называют ее циркулярной моделью экономической системы или еще моделью замкнутых циклов. С одной стороны, она слегка похожа на концепцию глубокой переработки, но это только с одной стороны. На самом деле это действительно инновационная модель. Основная идея этой модели – построить экономическую систему таким образом, чтобы она была больше похожа на природную среду. В природе нет отходов. Все отходы одной экоцепочки, они становятся кормом для другой экоцепочки. И вообще концепция отходов как таковая, она практически отсутствует. Как же это сделать в экономике? Концепция циркулярной экономики предлагает нам несколько подходов. Первый подход – это пролонгация жизненного цикла продукции, то есть отказ от одноразовой продукции, от быстрой моды, от продуктов, которые мы пользуемся всего несколько раз в жизни и потом выбрасываем. То есть концентрация на более долговечной и качественной продукции. Второй подход – это ремонт, перепроизводство и переделка, а
также повторное использование и использование уже по другим направлениям и для других функций. И только третий подход – это переработка и возвращение ресурсов уже в переработанном виде в экономическую систему. Для того, чтобы все это заработало, конечно, требуется перестраивать бизнес-модели. Сегодня мы знаем о 4 типах циркулярных бизнес-моделях в экономике. Это модель замыкания потоков и энергии, которая делает акцент как раз на повторном использовании, ремонте и переработке. Модель пролонгации жизненного цикла, которая ставит акцент на долговечные материалы. Модель интенсификации использования и модель дематериализации. Давайте посмотрим каждую из этих моделей немножко подробнее, используя методику канвы бизнес-модели. Давайте посмотрим на модель первого типа замыкания потоков энергии и материалов. Здесь мы видим, что основная ценность создается за счет повторного использования ресурсов при переработке. Клиенты здесь определенно особенностью, они более осознанные, они действительно ценят такие товары, ценят такие продукты, которые сделаны из вторичных материалов или используются повторно. И основные потоки доходов здесь создаются в основном за счет того, что мы снижаем цену сырья и материалов, они уже повторно используются, и поэтому основные экономические эффекты достигаются за счет этого. Вторая экономическая модель – это как раз пролонгация жизненного цикла, то есть долгоживущая продукция, ремонтопригодная. Клиенты здесь тоже особенные, для них важны свои привычки, они тяжело от них отказываются, и они готовы пользоваться товарами очень долго, если эти товары их устраивают. Потоки ценностей и потоки дохода достаются здесь за счет надбавки к цене за премиум-класс, за премиум-качество, а также за счет дополнительных пакетов и услуг. Примером могут быть компании, которые производят дорогие швейцарские часы, которые люди носят годами. Третий тип модели – это интенсификация использования продукции. Основная идея здесь в том, что мы пользуемся товарами и продуктами очень мало на самом деле, прежде чем они выходят из строя, и они быстрее устаревают морально, нежели физически. Есть такие данные, например, что среднестатистический европейский автомобиль находится в эксплуатации всего 15% времени в своем жизненном цикле. Остальное время он проводит на парковке, у дома, у работы, у торгового центра и так далее. Все офисные помещения используются только примерно 30% времени, а остальное они стоят пустыми. Все это роскошь, все это непозволительная расточительность. И как раз модель интенсификации использования продукции, она предлагает нам совместное потребление, шеринговые модели, которые хорошо нам известны, такие как каршеринг, офис-шеринг. Кстати, модели используются в скандинавских странах, когда неиспользуемые офисные помещения в ночное время и во время уикендов используются как хостелы. И также модель, допустим, шеринга, распространенная в Латинской Америке, когда в многоквартирных зданиях на первом этаже расположена прачечная, оснащенная стиральными и сушильными машинами. Тогда у людей отпадает необходимость покупать собственную стиральную и сушильную машину в каждую квартиру, и они с радостью используют это общее пространство. Основные потоки доходов здесь создаются за счет системы подписки, за счет системы такого прямых контрактов, а эффект экономически достигается за счет повышения рентабельности из-за более интенсивного и более рационального использования дорогостоящих ресурсов.
И третий тип модели – это дематериализация. Хорошими примерами будет отказ от дорогостоящего компьютерного оборудования и выбор, допустим, облачных сервисов, выбор подписки на музыку, на книги, на фильмы. Это тоже пример, который мы часто используем в жизни. Здесь интересный момент, что такие бизнес-модели требуют от клиента определенного уровня образования, навыков, поэтому компаниям приходится предварительно своих клиентов немножко обучать. Создание ценности происходит через технологии цифровизации и проектирования так называемых продукционно-сервисных систем, а монетизация ценностей идет как раз вот за счет подписок, за счет комиссионных за использование различных цифровых платформ и так далее. Примером могут быть подписки, которые, я думаю, каждый из нас имеет на книги, на музыку и так далее. Вы видите, что все эти бизнес-модели, они не так уж просты в использовании, поэтому давайте посмотрим немножко более детально примеры, как модель первого типа замыкания потоков энергии и материалов реализуется в одной конкретной отрасли, в торговле. И посмотрим это мы на примере так называемой новой пластиковой инициативы. Это инициатива фонда Эллен МакАртур, одной из наиболее известных организаций в области циркулярной экономики, которая продвигает все идеи в бизнес. Они реализуют эту инициативу уже несколько лет и накопили очень хороший опыт, который им делается в своем отчете. В этом отчете все стратегии, они условно разделены на 4 блока, один из которых называется заправка, то есть перезаполнение продукта дома, заправка по пути, а также возврат из дома и возврат по пути. Мы в основном имеем дело с какой-то пластиковой упаковкой. Итак, первая стратегия – заправка дома. Как пример вы будете видеть компания SodaStream, которая производит устройство для того, чтобы пользователь у себя дома мог сделать газированный напиток по собственному рецепту. На самом деле здесь хорошо забытое старое, потому что во времена моих еще бабушки и дедушки у нас был подобный аппарат дома, который позволял делать газированную воду. Сокращение пластиковой упаковки здесь достигается за счет того, что пользователь не покупает эти большие бутылки, а использует многоразовую посуду, которая хранится у него дома. Похожий принцип – это компания Blueland и компания Replenish. Они продают химические реагенты, которые сделаны в концентрированном виде. Покупатель приносит домой таблетку, разбавляет ее водой и пользуется этим уже у себя дома. Следующая стратегия – заправка по дороге. Примером может быть компания Dasani Purefil, Соединенные Штаты, которая производит и устанавливает аппараты для производства своих собственных газированных напитков. То есть пользователь может подойти к такому аппарату, выбрать свой собственный рецепт, изготовить для себя уникальный напиток. При этом он, как правило, пользуется многоразовой фирменной посудой, которая предоставляется ему в виде бонуса. Таким образом, тоже стимулируется отказ пользователей от использования одноразовой посуды. И компания Мива, Чехия, которая производит специальное оборудование для магазинов, позволяющее отказаться от предварительной фасовки сыпучих товаров – сахара, круп, макарон и так далее. Пользователь приходит со своей тарой в магазин и может отсыпать себе столько продукции, сколько ему нужно. Следующий пример – это компания «Возврат из дома». Это, простите, не компания, а стратегия. Она хорошо работает с теми компаниями, которые постоянно осуществляют доставку какой-то продукции своим клиентам. Допустим, питьевая вода. Или когда активно используется доставка еды. Как раз примеры Danone Water Jerk, распространенные в Латинской Америке. У нас в России, кстати, тоже компания по доставке питьевой воды очень часто используют данную модель. То есть при каждой следующей доставке бутылки забираются, и это снижает стоимость доставки либо стоимость самого продукта. И последняя стратегия – это
возврат по пути. Как пример можно привести компанию Happy Circle Индонезия, которая выпускает химическую продукцию, бытовую химию в маленьких бутылочках. Эти маленькие бутылочки сдаются каждый раз, когда клиент приходит покупать продукцию вновь. За это клиент получает баллы. Баллы помогают снизить стоимость следующей покупки. И компания Cozy, Франция, которая выпускает красивые баночки и продает косметические средства таким образом, что пользователь может прийти в магазин и в свою собственную баночку выбрать то косметическое средство, набрать и в том объеме, который это необходимо. Все это стимулирует отказ от одноразовой пластиковой упаковки, которая захламляет наш мир, создает много экологических проблем и часто не подлежит переработке из-за того, что ее сложно собрать. Итак, экологические эффекты здесь понятны. Это отказ от пластиковой упаковки. А какие же экономические эффекты? Что это приносит самим компаниям? Ну, во-первых, это снижение затрат на логистику. Когда компания возит не большие, допустим, бутылки с водой, а лишь маленькие концентраты, это существенно снижает затраты на логистику. Второй немаловажный момент – это повышение лояльности к бренду. То есть такое вот взаимодействие, индивидуализация потребления, предоставление более интересного опыта своему клиенту, оно помогает выработать лояльность к бренду. За это борются очень многие компании. Третий момент – это оптимизация различных затрат за счет эффекта масштаба. То есть отказ от индивидуальной упаковки и, следовательно, маркировки позволяет делать кросс-брендинг и использовать одни и те же базовые упаковки для различных брендов. И последнее по порядку, но не по важности, это сбор данных о клиентах. То есть компании, которые собирают данные о своих клиентах, таким образом могут торговать еще одним продуктом, цифровым продуктом, это данными. Я надеюсь, что это короткое видео поможет вам по-новому взглянуть на связь между экологией и экономикой, на концепцию эко-инноваций и о том, иметь больше представления о том, как они коммерциализуются на практике. Если вам было интересно, присоединяйтесь к нам и помогайте распространять настоящие научные знания.